Привет рабочему классу! Привет и вам, крысы кабинетные! Ну чё, скучали? Сегодня вы почувствуете жжение ниже спины. Посмотрим, а вернее в основном послушаем интересные записи. И кто-то узнает знакомых, а кто-то услышит именно себя. Мы сегодня узнаем про худший отдел, худшее подразделение комбината. И судя по рекламным стендам, это все не взято из головы. Ну, давайте перейдем к нашим записям. С моими, конечно, комментариями. Ну что, поехали. С утра, к 8 часам утра. А вы идете, вот не без разницы, хоть и в лабораторию. О, и вот с этого момента интересней. Интересное пойдет. Все было у них по плану, все было классно. Но я зачем-то взял, позвонил в проверяющие органы. Назовем их там, не знаю, Роструд или... Ну, неважно, не столь важно. Им позвонили. Позвонил, так скажем, какой-нибудь инспектор. И у них начало сзади пригорать после этого. Потому что с них стали требовать и спрашивать. Стали задавать неудобные вопросы. После этого мне около 4-5 раз, прям с утра, я находился аж в отпуске, типа, мне позвонил начальник участка. Ну, вы знаете, вот из прошлого видео я рассказывал. Потом стали мне звонить из самого отдела кадров. Отдел кадров снизошел до простого холопа, то есть меня, стал вызванивать. И резко стал предлагать варианты по работе. Почему-то их не было, и вдруг они появились. Кстати, почему такие проблемы с устройством для конкретных людей? Вакансий полно, можно кого угодно, куда угодно устроиться. Но это было не очень удобно, и проще было спихнуть меня на какую-нибудь там, сказать, да, его пускай он там напишет, что мы ему еще какие-то неустойки, какие-то деньги будем платить. Но я не буду проходиться по всем тем пунктам, как в первом видео. Первое видео будет прикреплено, вы сможете предысторию узнать. И после этого начались вот эти вот... Надо было как-то слить меня честным образом, не нарушая никакие трудовые кодексы, потому что им уже сделали внушение, и они стали переживать там, за свою репутацию, честное имя, за возможность каких-то наказаний. И стало происходить следующий цирк. Цирк все те же действующие лица. То есть вот это из отдела кадров женщина, которая говорила, что ну мне просто сказали, ну а в случае чего ее бы таких просто, которым просто сказали, просто садят, а вышестоящие руководители просто никогда не страдают. А страдают вот эти вот мелкие, которые без всякой работы головой выполняют все, что угодно. Не зная, или может зная, но надеюсь, что их закон пощадит, потому что им просто сказали, а они просто выполнили. Давайте послушаем дальше. Иван, значит, если идете в РМД, идете в революцию. Естественно, по всем вот этим вакансиям, куда бы я ни устраивался, они были заранее предупреждены. Потому что все, как в один голос, одно и то же говорили. То есть, отдел кадров поработал и предварительно, собственно, всех обзвонил. И что вы думаете, вот этот звонок, мне когда сказали, вы идите быстрее, там надо вам это самое туда-сюда подписывать, примерно где-то оставался меньше часа. Вот час до того, как отдел кадров закроется, не до 5, мне позвонили, я взял и резко собрался, подорвался, оставался полчаса. И вот в таких торопях мне не предоставляли возможность, чтобы я посмотрел вакансии дома, там сделал какой-то сознательный выбор, сказал, вы давайте, вот надо что-то подписать, до окончания этого дня. Когда, собственно, когда я спросил, что... Может, я возьму дома, ознакомлюсь, там проконсультируюсь. Нет, вот мне вот сейчас сказали, чтобы вы сейчас подписали. То есть, как по старой схеме всех мошенников, когда
чтобы человек ошибался, его торопят и говорят, что вот именно сейчас специальная возможность. Просто классическая схема всех кидал и мошенников. Они вот резко говорят специальное предложение, вот надо сейчас собраться, сейчас принять решение. Вот человек не успевает сделать какие-то осознанные решения, а потом, собственно, давайте слушать дальше. И справку свою возьмите. Да. Справку. Вот. Значит, какой будет ответ, если нет, или что-то, я не знаю. Значит, пусть, Кстати, насчет справки. Как показала практика, если надо, они даже с любыми справками кого угодно, куда угодно устроят. А справка это уже их не крайний вариант. Вдруг, если где-то что-то я каким-то чудом все-таки кто-то меня примет, то был второй запасной вариант, а именно, собственно, вот эта справка, где мне могли дальше вот по справке не пропустить. РМЗ здесь напишет свою, наложит визу. Основание какое? Берет, значит, пишите наперед на... По справке из охраны труда, а учитывая, что у нас такой город с такой экологией, у каждого что-то болит. Чисто теоретически отдел охраны труда смог бы легко и непринужденно подстроиться под любой результат. Им сказали, ну вот у него вот такое заболевание, давайте вы скажете, что ну нету ничего и все. Но для всех скептиков я скажу, я около полгода после аварии, когда работал, для меня без всяких проблем нашлись и место, и где работать, и в качестве кого работать, легкого труда. Полгода, не месяц. Это не на месяц. Это такое предприятие, как комбинат, на 1 месяц не смогло ничего найти. Но у них просто десятки, сотни и сотни вакансий, на которых нужны люди. Но для меня ничего не нашлось. Почему-то. Или я поторопился, не то выбрал. Я мог все что угодно выбрать, но уже результат был нужный для них достигнут. Каким образом? А вот. Не берет, значит, пишет. Дальше, если не берет, идете в лабораторию. И процедура точно такая. Вам понятно? Понял. Все. И завтра я вас с ответами от этого и от этого начальника, я вас, пожалуйста, подойдите ко мне. Кстати, хотелось бы немного коснуться ОТК. На самом деле у девчонок хороший коллектив. И начальница у них хорошая. Но, к сожалению, выше отдела кадров не прыгнешь. И вот там вот все бездельники комбината на самом деле находятся. Вот он корень зла. Почему? Потому что никто не хочет работать. Все уходят. Почему? Потому что работает плохо отдел кадров. Значит, эти люди зря получают свою зарплату. В таком количестве они там не нужны. Потому что эффективность, что их сколько угодно, не меняется. Учитывая, что они не могут это организовать. Значит, они плохо работают. А тот, кто плохо работает, должен плохо получать заработную плату. Вот у нас как? Плохо работаешь, мало получаешь, хорошо работаешь, лучше получаешь. То есть почти столько же получаешь. Но вот у них, не знаю, сейчас вот начнутся субботники и так далее, пускай они и метут. Толку все равно ничего не поменяется. Пускай вот 90% во главе с их начальницей просто они идут, метут вот там, не знаю, вокруг комбината, на территории комбината. Пользы всяко разно больше будет. Потому что эффективности ноль. Вот они, везде посмотрим, везде стенды, требуется. Но они создают видимость, как будто они работают. Чтобы не было претензий от государства, то, что кого-то надо принимать и так далее, тому подобное. Потому что если тебе никто не нужен на твою работу, значит, ты плохой руководитель, и у тебя плохой отдел кадров в том числе. Но это мне вот так вот
собственно, кое-какие люди рассказывали. Значит, еще раз просто повторяю. Мне без разницы, куда вы пойдете. Понял. И в лабораторию, или в РМЗ изначально. Если вас Ей без разницы, у них все схвачено, все обзвонено. идете в охрану труда, Идете в охрану труда, мы там уже позвонили, договорились, если, не дай бог, вас кто-то примет, охрана труда вас махом сольет. тут уже смотреть. Вот с этими вакансиями, заявлениями и со справкой. Они будут смотреть. Пишут, если они вам напишут, что проходить медкомиссию, дает вам направление на прохождение медкомиссии. И идете. Вот, кстати, насчет медкомиссии. Я уже рассказывал в одном из своих видео про медиков. То есть медкомиссия, вот эта вот, которая на комбинат приезжает, это полная фикция. Медики просто приезжают, потому что им заплатили деньги. Почему? Потому что один был человек, на продольно-фрезерном он работал. Прошло 2 недели, как он эту комиссию побывал вместе со всеми, и он умер от сердечного приступа. Можно подумать, что они ничего не заметили. Если ничего не заметили, значит они плохо работают. Почему человек умер? От тяжести работы или от чего? И вот такие случаи вплоть и рядом. Комиссия проходит чисто для галочки. Даже я когда подходил к хирургу, сейчас этой женщины нету, женщина была хирург, она спросила, у тебя есть жалобы? Я говорю, есть жалобы. Она говорит, ты давай мне вот это вот, свое вот это не разводи, есть жалобы, потом я приеду в поликлинику, там все расскажешь. Тут давай мне не придуривайся, комиссию не задерживай, потом подъедешь, я тебя везде посмотрю. Я говорю, ну тогда нету. Ну вот и все, и напиши там. Вот так вот оно происходит. Никто в этом не признается, но все прекрасно знают. И работники, и руководители, все делается вот так вот, как бы. Только в исключительных случаях, когда прям уж что-то такое страшное, единичный случай. А так в основном все схвачено, за все заплачено. Вот такая комиссия. Можно 100 раз приводить всякие платные клиники и другие какие-то отдельные города, но вот у нас так. И в результате что? Страдают и умирают люди. А кто-то просто получает свою зарплату в кабинетах, и вообще его не парит. Куда и к чему мы придем. С этим направлением и с вашей справочкой. Ну, я понял. Потому что только врач решает, можно вам работать или нельзя. Понятно все, да? И также, если что, и лаборатория. Ну что тогда? Только врач решает. Вот, кстати, из-за того, что мне в свое время, в ноябре 2022 года, неправильно поставили диагноз, а потом впоследствии работодатель неправильно повел. Вот из-за этого, из-за вот этой мелочи вся эта история приключилась. Но я, к сожалению, от работодателя тоже понимания не увидел. А потом, когда ситуация уже ситуация прояснилась, никто уже не хотел заднюю давать. Все были заряжены от меня избавиться. По цехам, легкий труд нет. Ваше решение. На целом предприятии нету вакансий по легкому труду. Да ладно, что, подметать нигде не надо, не знаю, там, столько людей сидит в кабинетах, у них что, тяжелый труд какой-то там, нету, говорит, легкого труда. Но, тем не менее, полы моются, территория убирается, и куча разные работы, которые... нет, ага. Это просто банальная бюрократия, из-за которой в результате столько проблем в стране. Вот из-за отдельно взятого бюрократа, который сидит в своем отделе кадров, в своем вот мирке, в котором он король. Вот из-за этого вот так мы и живем. Из-за них, вот этих вот людей в кабинетах, которые... все усложняет, хотя прекрасно можно было все это урегулировать на местном уровне. И, глядишь, жили бы лучше мы, а пока лучше живут они в своих кабинетах. Дальше продолжать.
Вот. Или вы хотите, чтобы вашу дочку отослали, оформили на вас приказ об отстранении от работы. Вы будете сидеть весь этот период без содержания. Интересно, как так я могу сидеть без содержания, если я не напишу соответствующую бумагу? Они не имеют права меня отправить без содержания, если я не напишу. В таком случае они будут мне платить неустойку, потому что это же не по моей вине, то, что они не нашли. У них полно вакансий. Им просто не хочется вот эти 1/3 тарифа платить, как это полагается. Почему? Потому что это значит признать свою неквалифицированность и никчемность. А вот это уже звоночек. Ну, несмотря на то, что у них это не произошло, я все равно вас в течение этого видео вы убедитесь, что это так и есть. Ваше решение. Да. Остальных слов. Там может быть еще, может быть, вакансии появятся. Потому что вы сами говорите, что вакансии меняются, ситуация меняется. Дома еще время много, поэтому... У меня свидетели есть. Угу. Да, так и вот, я что говорю, ну тут ситуация же каждую неделю меняется, вакансии могут появиться. На что мне сказали, что я по закону вам ничего больше не обязана. Все. Я вам предоставил одну возможность, все, у вас ничего не получилось. Ну, извините тогда. Вот, собственно, банальная бюрократия. Вот она, решение всех проблем. И вакансии есть, и работники нужны. Но кто-то стал отрабатывать свою галочку. А ты захочешь вот в таком месте работать? Вот так оно происходит, знай. Не второе, 1/3, март это 3. Да. Я вас принуждала, я вас спрашиваю, я вас принуждала вот это писать? Я свидетели. А кто-то... Вот так вот. Можно все так сделать классно и красиво, что и, блин, да и работы-то нету, и все, и как бы все шито-крыто. Вот так они и работают. Теперь я вас слушаю. Если ситуация поменяется, то скоро вакансии появятся. Каждую же неделю вакансии. Мы вам здесь, вот смотрите, все. Вы написали, что вы согласны. И по поводу вакансий сразу таки. После того, как я походил по вот этим листкам, больше половины этих всех вакансий были неактуальны. Причем на несколько недель. Эти листки с вакансиями просто, такое ощущение, были взяты от балды. Конечно, мне не так. Руководители некоторые сказали, что ну, это, блин, откуда это они взяли? Это же не то, что не актуально. И, блин, дайте-ка посмотреть. Так это и вас вот на вот это все направляют? Да там просто неквалифицированные, непрофессиональные люди работают. Вот примерно так некоторые руководители отзывались об отделе кадров. То есть даже в лице руководителей каких-то подразделений, даже они уже не скрывают то, что там неквалифицированные люди. Им, во-первых, им бы подучиться надо, посмотреть, как на эффективных предприятиях, как это происходит. И никогда Светогор и в числе УГМК не приблизится на тот уровень, который они говорят, что они поднимутся благодаря каким-то там изменениям, пока вот такие люди работают. УГМК ставит себя поднять, чтобы выше конкурентов и так далее, тому подобное. И вот это вот
7 шагов на это направлены. Но вот пока вот такие в отделе кадров люди работают, и пока есть руководители, про которых я в прошлых видео говорю, ничего этого не случится. Продолжать вот 13 числа. Больше я вам вакансии по 6 марта я вам вакансии предлагать не буду. И, естественно, больше она ничего не предлагать не будет. Все, она техническую свою сторону исполнила. То есть, все, через месяц приходи. А то, что каждый день новые вакансии, люди туда-сюда увольняются, это пофигу. Ладно, Ну, понятно. Есть принуждение, принуждала написать. нет, вот такого нет. Ну вот, у меня свидетели. И насчет свидетелей. Эти свидетели, думаю, если начнутся какие-то разбирательства и будут выявлены какие-то серьезные нарушения, ни один из этих свидетелей в суде или где еще, либо они это ничего не подтвердят. Почему? Потому что за ложное свидетельство есть статья. Так и вот. Так что решать, конечно, вам, работать вам на этом замечательном предприятии. Но придет время, и вы сможете пройти самолично через эти круги ада. А надо вам или нет? Когда есть куча предприятий, где зарплата выше, отношения лучше. И ты хотя бы знаешь, что и куда твои труды направлены. Чем обрабатывать вот этого дядю, который сидит в кабинете и еще время от времени качает права. С вами был Андрей. Пока.